Здравствуйте, друзья! С вами снова в эфире канал Masters of Body. И сегодня мы поговорим о такой теме, которая интересует очень многих. Сколько раз в неделю тренироваться? Вы могли на просторах интернета часто слышать такие дебаты, беседы. И натолкнуло именно меня на эту тему недавно увиденное мною видео, где сидели два мужчинки. Ну, не знаю, трудно их было назвать спортсмены, не спортсмены. Такие средних лет, немножко спортивные, и они с уверенностью выдали базис, что раз в неделю. И делали это с таким лицом безапелляционным, как будто они что-то знают, чего больше не знает никто. С ними все согласились, ну такие же, как и они, в принципе, такого же вида. Спортлохи, наверное, какие-то. Андрюха, не надо никого оскорблять. И вот мы сегодня попробуем разобраться, в чем они были правы или не правы. Попробуем порассуждать на эту тему. Я думаю, это будет многим интересно, потому что нам, не знаю, Андрей, тебе тоже, мне, Диме, наверняка в зале часто люди задают вопрос, особенно непрофессионалы, особенно люди с небольшим спортивным опытом, которые спрашивают, сколько же раз в неделю тренироваться, чтобы получить тот или иной эффект, достигнуть той или иной цели. И для начала, чтобы понять все-таки какой-то алгоритм, каждый для себя его все-таки в конце нашего выпуска выведет, давайте определимся, сколько раз в неделю тренироваться. Первый пункт в моем плане, так сказать, обсуждений, надо все-таки разобраться, что же такое тренировка. Андрей, вот твое мнение. Для тебя, например, вообще. Ну, смотри, меня не берем. Для меня тренировка это средство для достижения цели на соревнованиях. Для простого обывателя тренировка это хороший тонус в организме для повседневной жизни. Вот, Потому вот что теперь если... подожди, перебивать буду тебя часто. Вот теперь вернемся к первой фразе, к первой половине предложения. Вот ты очень правильно сказал. Тренировка это в первую очередь средство. В твоем случае это средство для достижения цели соревновательного уровня. Для всех остальных людей это опять же средство для достижения своих целей. Да. И вот теперь продвигаемся дальше. По поводу тренировок. Как много этого средства надо для себя использовать. И чтобы это понять, надо определиться все-таки с целью. Вот. Цель у каждого, конечно же, своя. И здесь очень важно, чтобы цель была правильная и адекватная. Чуть позже объясню, почему, в чем адекватность. Вот, Андрей, как ты считаешь, что такое правильная цель и адекватная? Твое мнение? Ну смотри, Ну, коротко, цель. чуть-чуть. Человек занимается у него определенный род деятельности. И он, например, работник умственного труда, да? У него все равно должен быть какой-то психоэмоциональная разгрузка, и у него не должна болеть голова, должно быть нормальное давление, он должен ни о чем думать. И физическая нагрузка в виде тренировки балансирует момент его основной цели. Поэтому... Это одна из целей. Да. То есть баланс в жизни. Да. Знать. Но мы говорим вообще, да, вот цель, адекватная цель. В твоем случае, который ты озвучил, это действительно адекватная цель. То есть человек ставит себе задачу дополнить свою жизнь красочно. Дальше. Но есть такие товарищи, которые увидели картинку и говорят, вот, хочу вот так. Вот, это пример ты называешь не совсем адекватной цели. А сейчас мы немножко Очень неадекватная цель. Сейчас мы немножко поразбираемся все же такое, что такое адекватная цель, правильная цель и неправильная. Очень часто, когда вот к тебе приходят, наверняка такое было, к Диме, ко мне клиенты, ну, скажем так, наши подопечные, вот они сразу выставляют какую-то цель, и задача, ну, хорошо, если есть у человека понимание, что нужен тренера, сформулировать, помочь человеку правильно сформулировать цель. Если эта цель будет не совсем правильная в дальнейшем, опять же расскажем почему, к чему это приведет. Но если он не добьется ее, это будет демотивация, да, разочарование. А самым худшим варианте это может привести к проблемам со здоровьем. Да. Таких случаев тоже известно, причем даже к летальным проблемам да. это может привести. Помнишь нашего доктора? И доктора, и не доктора. Теперь давайте подумаем, из чего же состоят эти цели и все остальное. То есть, что нужно, чтобы определиться с целью? В первую очередь, надо понимать возможности человека для достижения цели. Именно от наличия возможностей зависит адекватность поставленной цели. Что мы можем отнести к возможностям? Ну, я считаю, это его жизнь за пределами зала. Вот. Она состоит, то есть это можно сказать, из некоторых ресурсов, к которым относится отдых, в первую очередь, питание,
Режим труда, потому что человек может 100%. по-разному работать. У кого-то это физически тяжелый труд, у кого-то это сидячий режим, умственный труд. Потом дальше. Финансовые возможности, например, для приобретения тех же БАДов. Если человек хочет много тренироваться, ему нужно себя как подпитывать. Потом, опять же, немаловажен, я считаю, раньше этого не понимал, теперь понимаю, и ты наверняка согласишься, ресурс знаний и опыта. Конечно. Потому что ты можешь супер-пупер поставить цели, иметь возможность, но не имея знаний и не желая, допустим, подключить человека с таким ресурсом, ты можешь опять зайти не просто не туда, а и сойти на нет вообще. Погробить свое здоровье. И, ну, естественно, это возрастные возможности и ограничения надо учитывать. Потому что можно хотеть много, но то, что хочет человек в 20 лет и то, что хочет в 40, это не у них будут разные возможности для достижения этих целей. Если они хотят одно, но возможности будут разные, да. Ну да, теперь вот немножечко разберем по поводу вот каждой из этих ресурсов, то есть отдых. Если, к примеру, человек хочет там, ставить себе огромную какую-то цель, стать большим, накачанным и так далее и тому подобное. Вот с таким, как ты, приходит и говорит, я хочу, как ты. Вот. Понятно, ему придется тренироваться много, то есть не один и не два раза. И вот теперь по поводу отдыха. А сможет ли он отдыхать и восстанавливаться после этих тренировок? Потому что без восстановления, это крах организма. Чтобы он не принимал. Чтобы если у него нет возможности, ресурса к отдыху, то есть ему будет гайки. Дальше, питание. Питание это, наверное, даже может быть на первом месте. 80% успеха. Не может сбалансированно, почему говорю неправильно, а именно по отношению к его целям, его должно быть питание сбалансировано. Неважно, белки, жиры, углеводы, или это там жареное, не жареное по поводу его организма внутреннего, можно, не можно. Дело в стабильности и во времени. Это баланс, это все баланс. Да? Завтрак маленький и потом ужин. И хотят это уже как бы другое, мы сейчас не будем никого критиковать. Вот именно, возможность. У кого-то нет возможности, допустим, вовремя поужинать. У кого-то нет возможности хорошо позавтракать. В силу тех или иных причин. Это уже частности. Но это очень важный ресурс, возможность правильно, сбалансированного питаться. Питание. Поэтому без него также никуда. Теперь вот режим труда по поводу, как мы говорили, уже умственной работы или физической работы. Если человек работает на заводе, целый день там железяки тягает, то как бы он ни хотел, вечером не ему нужно будет, вечерняя тренировка ему не всегда зайдет. Поэтому цель должна быть основываться на его возможности именно к режиму труда основана. Или же наоборот, если человек много сидит, у него стоячая работа в офисе, все. Опять же, в цель тренировок, значит, тренер уже тут ему сам Бог велел. Он ему подскажет, что ему надо больше будет физической активности в плане аэробных нагрузок, потому что у него мало вообще ходьбы по жизни. Машина, офис там или машина, там работа, неважно, стоматологи, вот у меня есть такие же компьютерщики. Айтишники. Да, то есть у них не просто сидячая работа, они еще и ходят мало. Либо на дому работают, либо на машинах ездят. То есть здесь уже нужен чей-то ресурс опыта, который подскажет ему, как это все сделать. Вот, это мы сейчас вернулись к ресурсу знания и опыта. И человек, который не понимает важность ресурса знания и опыта, который игнорирует необходимость тренера, как минимум на начальном этапе, он, как правило, тоже заходит в тупик, травмируется и потом всем ходит рассказывать, что это вредно. Да. Согласен? Да. Поэтому ресурс знания, опыта, или там хочет по дешевке, там открыл YouTube, полистал, то есть, мне для себя, говорит, ребята, нам всем для себя, не для дяди, не для соседа. Или пришел в апреле и говорит, к 1 июню, к лету мне надо, вот так. Опять же, это не совсем про ресурс знаний и опыта. Хотя, опыт, он понимает, что так быстро не будет, а ему тренер должен сказать, что если ты хочешь, чтобы все было благополучно для организма, это не 10 килограмм в месяц, а 2 килограмма в месяц. Потихоньку, по чуть-чуть, без экстрима для организма. Поэтому ресурс знаний и опыта не учитывать, это то же самое. Любой из этих ресурсов, его отсутствие приведет в тупик. Вот. И, конечно же, возрастные ограничения. Когда к тебе приходит молодой парень, и он, естественно, может добиться многого. У него хорошее здоровье, у него хорошие суставы, у него отсутствие хронических травм, и он может позволить себе заниматься силовым тренингом и добиваться самых-самых, любых поставленных целей. Да? И тем более, что, как правило, не все молодые очень сильно заняты работой. Даже если заняты, он может поспать 5 часов, у него не будет потом давления, мигрень целый день, он как у возрастного восстановится. человека. Конечно. И тот же человек,
вспомним нашего знакомого, Царство Небесное, который тоже поставил цель Доктор. соревновательного уровня, А ты но ему за Сашу, за Сашу, да. которому было под 40, он не учел возможности своего сердца, уже было к тому Ишемия. моменту подорвано, он не учел того, что не надо курить так много, вот, цель была у него благая и начал неплохо, ну, чем это кончилось, мы понимаем, вот опять же, он не учел свои возможности своих ресурсов, возрастные возможности, и, к сожалению, Валерий Ну и плюс он не слушал закончилось. опытных людей. Я сейчас не конкретно про себя говорю, но Ну, он, позанимавшись 3-4 года, уже считал, что он сам уже опытный. да. А тут, как говорится, со здоровьем не шутят, и мнение со стороны специалистов, более глубоких, таких как врачи, например, нужно всегда учитывать. Ну, в принципе, с возможностями и с целями мы разобрались. В чем адекватность цели? Подведем маленький итог. В соотношении с возможностями человека. Цель. И теперь немножечко поразбираем на примерах то все, о чем мы поговорили. Начнем опять же с тебя. Ты просто яркий самый пример из нас. Вот, ты пришел в зал в свое время, да, и у тебя была четкая цель. Ты знал, чего ты хочешь. Я это помню, знаю. Ты всегда хотел быть соревновательным бодибилдером, и ты всегда пхнул. Дальше, что ты сделал? Ты раньше работал, я знаю, не всегда в спортзале тренером. Ты понимал, что тебе ресурса не хватает, ты перешел на тренерскую работу, чтобы быть постоянно в зале, иметь доступ к зале. То есть первый ресурс к тренировкам. Соответственно, начал зарабатывать, пускать как бы на это все. Ну, ты знал, к чему ты шел. И забегая наперед, всем видно, всем понятно, что ты добился, в принципе, того, чего хотел. Понятно, мы всегда хотим всего немножко Да, лучше. но Могло быть лучше, могло быть хуже, но я считаю, максимум я считаю, тебя можно практически, поздравить. да, свой я выжил. Те цели, которые ты ставил за свою жизнь, ты в принципе добился. Но это еще не конец. Мы еще блеснем Это да. полтинничек. Дальше, ну не знаю, наверное, возьму себя, я такой средний представитель, наверное, большого сегмента. То есть я в зале никогда не хотел быть в соревновательной прям форме, я всегда хотел сделать себя лучше, чем дано было природой. Ставил такую же цель, соответственно. Также мне пришлось стать тренером, чтобы получить. Я понял в один момент, что тех ресурсов, там, работая на заводе или на фирме на какой-то, мне не хватит. Я должен быть в зале каждый день, постоянно. И поэтому и ты тренировался 6 раз, и я тренировался 6 раз. Ты продолжаешь тренироваться 6 раз, но я уже ушел до 4, до 5 тренировок, потому что, в принципе, нынешние цели это оправдывают. Вот, опять же таки, ты свои ставишь цели, я продолжаю свои ставить. И все. Далее, возьмем Диму. Димончику у нас уже 58, Димчик, тебе, да? Да. То есть у него другие цели. Андрюха, ну иди к нему с микрофоном. Сейчас будем у него спрашивать. Так его же не видно будет. А все равно меня будет видно, а ты ему микрофон туда постой. Димыч, какие цели у тебя сейчас от твоих тренировок? Ты тренируешься часто? Ну, поддерживать как бы это все, чтобы было все в тонусе. Но опять же, 5 раз я тренируюсь, и 6-й раз у меня бокс. Ну, 7-й велосипед на данный Вопрос, момент. сколько ты в день тренируешься по времени? Ну, около часа, у меня времени нету. Вот, Она больше. вот, послушайте внимательно. Около часа. Это с Правильно, разминкой? Правильно. Да. Вот, вот. Я тоже не больше часа тренируюсь. Не, я не за это. И человек выглядит хорошо. Не надо. Много это не значит хорошо, ребята. Человеку 58 лет, он выглядит как огурчик. Покажите ему, как он выглядит. Аккуратно. Поворачивай. Блин, Димон так давно в камеру не попадал, что уже испугался. Огурчик, 58 лет. Вот. О чем это говорит? О том, что его ресурсы и его цели адекватные, они совпадают. И питание, и режим труда и отдыха, и все. А теперь немножко поразбираем самые явные примеры, когда люди обращаются... Куда ты убежал? Иди сюда. Когда люди обращаются в зал, как Андрей уже говорил про похудение. Приходит человек, мужчина, женщина, молдаване, неважно, как это говорить, и говорит, я хочу похудеть к отпуску или еще к чему-то, да? Да. И вот тут как бы получается, ну, мягко говоря, яркий пример неадекватно поставленной цели. Почему-то, потому что есть какой-то стереотип. Они Ну, это не думают, важно, что... мы не будем о Вау. причинах говорить, мы просто назовем яркие примеры вот этих вот целей, которые не совсем адекватные и совсем адекватные. Наоборот, да. И неважно, мужчина-женщина, когда он хочет срочно и много чего-то добиться, вот на примере похудения, большая проблема для всех почему-то, когда он не получает заданного результата за 2 месяца, он начинает нервничать, ерзать. Если рядом нет нормального наставника, который объяснит, почему так не будет работать и как должно быть,
то он, как правило, уходит в забой, в зажор, не знаю во что еще, ищет себе оправдание. Нет мотивации, он разочаровывается. и Конечно, вперед. конечно. А нет мотивации, потому что нет знаний. А нет знаний, потому что он не работает в этой стезе. Поэтому всегда надо, ребята, обращаться к человеку, который в этом Ну, не об прожил этом сейчас речь, жизнь. мы сейчас не рекламируем тренеров, мы А мы просто не рассказываем, рекламируем, но- какие есть цели и какие есть все-таки методы их достижения, в конце подведем. Другая тоже цель. Приходит человек, хочет накачаться. Накачаться, и ты наверняка таких видел и я. И вот он занимается полгодика и такой тоже удивляется, а почему же еще я не качок? И ты ему говоришь, а сколько ты не качался, пока ты сюда пришел? Вот. 3, 4, 5 лет. То есть ты хочешь, чтобы у тебя соотношение было 1 к 10, то есть ты позанимался полгода, при этом 5 лет не тренируясь, и чтобы получить результат. Я сейчас, можно Нужно. фразу одну? И такие обычно, знаешь, говорят, то, что ему 30-35, ну в школе последний раз было. Я говорю, а сколько тебе лет было в школе? Столько-то. А сейчас тебе сколько? И вот. Ну, правильно, неважно. Часто за Опять это же, меня отвечают. Ну в школе мужчины было. чаще, женщины реже, но также люди хотят за короткий срок получить, сделать Ну, я такую понял. трансформацию организма, то есть фактически загнать тело в стресс. Это тоже цель будет не сильно адекватная и, как бы, ну, мягко говоря, недостижимая. Даже если он закинется тоннами химии Заведет в тупик его опять же. или в больничку. Да. Есть такие ребята, которые в погоне за быстрым результатом начинают применять много препаратов, много бездумно, как правило. Есть, всегда найдется, в кавычках, доброжелатель, который ему их предоставит. Да. Вот. И в итоге у него там подубитые почки, печень, там он залитый, растяжки и Ну и прочее. в зале прочее. он торчит часа 2. Да, вот. И, ну, как мы говорим вот про обычных клиентов, которые нормальные люди, которые приходят и все-таки задают тренеру вопрос, что и как происходит здесь. Тренер проводит, ну, своего рода фитнес-тест, знакомится с человеком, это может быть 1, 2, 3 тренировки, выясняет его сильные и слабые стороны, и вот только потом, проведя с ним беседу, понимая вот эти его возможности, ресурсы и для отдыха, и для питания, говорит ему, рекомендует, как можно начинать пробовать сколько раз в неделю тренироваться. Ну еще спрашивают по поводу его здоровья. Были ли у него какие-то Я травмы тебе до об этом этого? и Да. говорю. Он проводит беседу, ты проводишь беседу, выясняешь его возможности, здоровье, отдых, это все его ресурсы, это все его возможности. И только потом ты говоришь, да, ты потянешь 4-5 раз, а тебе лучше начать с 2, пока организм немножко окрепнет. Правильно? Да, или я кушаю 2 раза в день и все. Больше не Да, получается. это тоже. Тогда ты говоришь человеку, что да, не вопрос, если у тебя по-другому не получается, но ставь адекватную цель, не требуй от себя многого. Конечно. Ты будешь потихоньку меняться, но не так быстро, как ты этого хочешь, но будешь, если проявишь, ну, элементарное какое-то Стабильность если усердие. будет, да. И вот теперь мы подходим, как бы, ну, если можно сказать, к итогу нашей беседы, сколько же раз в неделю тренироваться. Начнем вот с того, так сказать, видео, которое я посмотрел раз в неделю. Не будем сразу их так отбрасывать. То есть, может ли это работать или не может. Для каких целей, то есть, ну вот Андрюха, то мнение, что можно добиться с помощью одной тренировки в неделю. Например, средневозрастному человеку, не старому, не молодому, ну, какой может он получить результат от одной тренировки в неделю? Ну, лично мое мнение, никакого. Если у тебя одна тренировка в неделю, то ты, если ты адекватный, хотя ты уже не адекватный, то ты прокачиваешь за эту тренировку, скажем так, по чуть-чуть, практически весь организм, да? То есть ты тратишь больше времени на тренировку. И первые мышцы, которые ты делаешь, они проявят себя лучше по нагрузке. А когда ты дойдешь до последних групп мышц, которые ты включил в эту тренировку, ты, во-первых, их делаешь малоэффективно, и ты еще раз в неделю тренируешься, это ни о чем вообще. Я считаю, что приведет этот результат ровно к нулю. Хорошо, будем тогда считать, что Андрей у нас высказывает такую немножко более категоричную точку зрения. Я попробую немножко отбелить эту. Вот. У меня был один пример в Атланте еще, когда я тренировался. Там приходил парень, вот, пооправдываю, у него тоже была одна тренировка в неделю. Он был молодой начинающий бизнесмен, и он физически не мог чаще. Он выстраивал бизнес, и он очень хотел тренироваться. Опять же, очень зависит от того, кайфует человек от этого, или он это воспринимает просто как необходимость. Это тоже важно. Конечно. Это моральный аспект, мы о нем не говорили. Это очень важно. Очень, Я это могу сам- меньше тренироваться, но я кайфую, поэтому я тренируюсь больше. А кто-то наоборот. Может больше, но ему не надо, он не кайфует, ему интереснее, например, там танцы где-то заниматься танцами. Так вот, вот он ходил раз в неделю, у него была программа, прогонял базу,
скажу понятным языком. И в принципе, учитывая, что он был крепенький, паренек такой достаточно физически крепкий, на нем было заметно результаты тренировок. Ну, это, То скорее есть всего, потому что он работает. был молодой. Естественно, я же говорю, молодой бизнесмен, да, начинающий, нам тогда всем было чуть за 20, ему где-то так же, то есть до 25 лет, то есть заходило. Взять тех мужчин, я не знаю, как их назвать, которые вот тоже советовали, но я не совсем понял. То есть они, мягко говоря, выглядели, ну, если с нашей точки зрения, так, ну, не очень сильно спортивно. Для простого обывателя, да, у них не было животов, у них не было еще чего-то. Опять же, дополнить, если помимо тренажерного зала у них есть еще нагрузки, например, там, катаются на велосипеде или плавают, это другой расклад совершенно. Если мы же говорим, как бы, вот... Ну, и мы же наверняка не знаем. Они говорят, Нет, могут поэтому... что угодно. Да. Поэтому раз в неделю это как бы имеет место быть, но опять же, если вы больше ничем другим заниматься не будете, как Андрей говорит, то есть мышцы будут получать очень слабую прокачку даже для просто поддержания хорошего тонуса. Теперь переходим к более распространенной схемке для обывателей. 2 раза в неделю. Твое мнение? Кратко. Ну, уже лучше, но, как правило, люди, которые ставят определенные цели, они их не добьются. И это обязательно надо озвучивать, потому что все-таки 2 раза в неделю это разбивается весь организм на 2 тренировки, и период восстановления у них происходит чуть-чуть быстрее, и к следующей тренировке большой промежуток времени отдыха. Но это лучше, чем ничего. И Лучше, чем раз. да, и это даст результат даже возрастной категории. Вот. Но не такой, как они Ну, все понятно. хотят увидеть. Но Опять даст. же, ну Тут давай, я согласен. не надо говорить, как они все хотят. Ты же не знаешь, с какой целью они пришли. Ну, не надо сейчас их обобщать. То есть такая вот тема. 2 раза в неделю. Не знаю, ко мне ни один не пришел, тот, кто 2 раза в неделю тренировался, он ставил чуть-чуть позаоблачнее цели. Ну, это уже вопрос немножко, опять же, адекватности цели. То есть я со своей стороны добавлю, то есть 2 раза, да, это гораздо лучше, чем раз. И многим на самом деле, вот я смотрю на человека, на его психотип, я понимаю, что больше он морально не выдержит, чем 2 раза. Да, и именно, как ты сказал, за 2 раза можно прокачать все мышечные группы, то есть адекватно, разделив их пополам. То есть кому какие в приоритете, у кого что отстает, можно. Это уже даст тот необходимый базис для тела. Но тут я, например, рекомендую чем-то дополнять. Либо отдельной кардиосессией, либо какими-то танцами. Плавать. Либо плаванием, Велик. либо бегом, велосипедами, вот как Дима он увлекается, боксом, чем угодно. То есть 2 раза для тренажерки, для большинства простых людей, не ставящих себе цели сильных мышечных трансформаций, это достаточно. Но для хорошего тонуса и самочувствия, как бы рекомендовал бы чуть-чуть больше добавить. Теперь давай возьмем следующий, с чего многие начинали, 3 тренировки, кратко. То есть здесь уже, я так понимаю, диапазон достижения цели чуть больше. Однозначно, Так. и это распространенная схема, и это работает, и это довольно-таки неплохо. И большое количество людей, если брать, например, из общей массы 2 или 3, те, кто тренируется 3, у них виден результат, как у тех, кто тренируется 2 раза в неделю, но все равно у них он лучше, и плюс они быстрее восстанавливаются, и у них есть результаты по тренировкам и в силовом показателе. Да, тут как бы 3, это можно уже сказать такой бодибилдерский базис или минимум. То есть если человек все-таки хочет преображений, трансформации именно мышечных, а не просто там настроения, тонуса, то 3 это тот минимум, который уже позволит за определенный видимый промежуток времени что-то добить. То есть сутки на восстановление более чем достаточно. И тренировки проходят насыщенно, промежуток отдыха. То есть... И плюс они не тренируются по много времени, что тоже для Ну, это все, психики. да, то есть объективно. Теперь заходим на 4 тренировки. Почему я говорю 4? Я тренировался долго, 3 раза, как все, когда начинал, когда еще не работал тренером. Но мне тогда уже этого казалось мало. Мне не хватало времени нормально прокачать те же ноги. То есть после ног я уже не могу ничего Это вообще особо делать. отдельная тема, Сейчас я да. делаю там немножко пресса или вначале. Ну вот, и я как ни крути, даже я еще не был тренером, я перешел на 4-разовый тренировку. Опять же, был возраст, позволял. Сейчас многие даже мои более такого же возраста клиенты, как я, тоже переходят на 4 тренировки, в которых есть время. Здоровье, если правильно позволяет. И здесь уже люди получают даже без употребления каких-то там препаратов достаточно за год неплохие результаты. Что ты скажешь?
Скажу тренировки. однозначно да, и если это сплит-программа понедельник, вторник, четверг, пятница, вообще того, идеально. да, идеально. В среду отдых у вас посреди вашей тренировочной недели и 2 дня на восстановление, на комфорт, на семью, на там какие-то развлекаловки, Для личной эмоционально, жизни, да, вы эмоционально. отдыхаете и физически офигенно. 2 У меня дня вот клиент ходит подряд понедельник, отдыха, идеально. вторник, четверг и... Подожди, перепутал. Понедельник, среда, пятница и суббота. Ходит? Да, понедельник мы делаем, Вот у него в вторник, среду, четверг, пятницу, воскресенье, а в воскресенье. субботу он оставляет всю мелочевку, которую он делает без меня, где ему не нужен пресс, Ну и за воскресенье шея, он восстанавливается предплечье. хорошо, да? Да, то есть ему так удобно, я к тому, что И он 4 будет получать результат. он получает его. Вот и все. Как он сказал, такой формы, как он получил в 46, у него не было, хотя он всю жизнь как бы И типа причем ему по занимался. кайфу, он не тратит много Абсолютно, времени, да. и он видит результат, и он идет с желанием туда. Абсолютно так, потому подводим итог, что 4 тренировки даже для обывателей, если опять же позволяет время на отдых, то есть это в принципе даже для 40 плюс вполне себе приемлемый Почти режим идеально это, для да. получения результата. То есть не нужно, извините, рвать на британский флаг, сами знаете что, за эти 3, то есть наоборот, он более дозирован. Это как дробленое питание получается. Но опять же таки, он может сделать акцент хороший на те мышцы, которые отстают, уделить им максимальное внимание по его физической возможностям. Плюс он лучше восстановится. Вообще все идеально. Да, ну 5 тренировок и 6, конечно, это уже более такой уровень, это надо быть уже немножко запаянным. Да. Тут уже не будет времени слишком на дополнительные там плавание, бег или еще что-то, потому что организм будет требовать полнейшего пассивного отдыха, восстановления, поэтому 5 и 6 тренировок мало кому. Я, например, рекомендую. Ну, это уже, что- как вот я, в целях достижения очень серьезных результатов для профессионалов. Ну да, для... таких подопечных клиентов с таким запросом, как правило, приходит очень мало. Они уже об этом все знают, и они вряд ли нас будут сегодня слушать. Конечно. Но, то есть, если подвести небольшой итог нашей сегодняшней беседы, то, скажем, примитивно просто. Один, ну как бы ни о чем. Даже для самого простого обывателя с самыми мизерными целями. Ну совсем никак. Да. Если только вы не занимаетесь вот именно серьезно там единоборствами, например, какими-то активными, и раз в неделю это вы подкачиваете отстающие группы мышц, подводящие. Ну и то я... Но это уже тоже, тут один, Это да, уже но другой там-то мышцы получают нагрузку. Поэтому Да. мы берем, когда человек ничем не занимается. Один раз в неделю ходит Один в раз зал. в неделю мы как бы так... Но это, для меня это 0, это ни о чем. Это лучше, конечно, чем вообще не сидеть дома на диване. Морально, Но да. это ни о чем. А вот 2, 3, 4, тут уже каждый сам себе выбирает, с чем это комбинировать. То есть, там, допустим, бодибилдинг и плавание, бодибилдинг и танцы, или только боди... То есть, от 2 до 4 раз в неделю это приемлемый график для большинства людей. 100%. Как молодых, так и возрастных, как женщин, так и мужчин. Согласны, товарищи? Полностью Всё. согласен с тобой. Вот на этом мы 100%. сегодня и порешим. А вы уже сами для себя, конечно же, определите из всех перечисленных пунктиков, которые мы сегодня озвучили, сколько вам будет лучше. 2, 3 или 4 раза. На всем прощаемся. Желаю вам успешных тренировок, здоровья, в первую очередь крепкого, мирного неба, что для нас сейчас всех актуально. Ставьте лайки, подписывайтесь, донатьте. Донатьте. Фидбэк приветствуется. До новых встреч!